Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о бюджетном проекторе Hi 300 Pro, который можно найти на AliExpress в районе 6000 рублей и устроить дома настоящий кинотеатр, направив его на белую стену либо на потолок. Отличная идея для уютных зимних вечеров, я считаю, поэтому с радостью поделюсь подробностями о проекторе Hi 300 Pro в этом ролике. Компактные размеры, отличная цена и технические характеристики действительно впечатляют, но так ли все идеально? Давайте разбираться вместе. Подписывайтесь на канал. Поехали! Пока распаковываю и показываю содержимое коробки, расскажу подробности. Проектор имеет цилиндрический форм-фактор с диаметром 9 см и длиной 16 см, а также ножку-подставку для проецирования под любым углом, даже на потолок. Блок питания установлен внутри, поэтому не переживайте о внешнем громоздком шнуре питания, он обычный. Весит устройство всего 515 грамм. Пульт небольшой, но удобный, есть кнопка для виртуальной мыши. Компактный размер проектора — это одновременно и плюс, и минус. Его легко разместить на прикроватной тумбочке, столе или полке, но отсутствие отверстия для крепления ограничивает установку, например, на кронштейн. Хотя можно установить его на полку. В подставке проектора динамик. Сзади кнопка включения, разъемы HDMI и USB, выход для наушников или колонок, индикатор состояния. HDMI проверен, работает. Можно подключить, например, Nintendo Switch. Проектор оснащен медиаплеером на Android 11 с процессором Cortex A53, 1 гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайтами внутренней памяти. Он поддерживает HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Главное отличие от многих других проекторов, особенно недорогих, сверхкороткое фокусное расстояние с коэффициентом проекции 0,94. Картинка шириной 1 метр получается уже с расстояния 94 сантиметра. Яркость проектора по паспорту указана как 280 люмен. По факту, я думаю, несколько ниже, примерно как у других за эту цену. Это достаточно для повседневных задач. Уровень шума проектора 38,5 дБ на расстоянии 1 метра. Цветность, контрастность и резкость по умолчанию чуть завышены, но это легко исправить через настройки. Для этого нужно войти в дополнительное меню, зайдя в настройки, об оборудовании, на устройство нажать 7 раз ОК. И выйдут настройки, где вы можете пошаманить, подкрутить, как вам лучше и удобнее. Физическое разрешение 1280 на 720 точек, и того, что разрешение 720p, а не Full HD, пугаться не стоит. И YouTube, и любые ролики, фильмы смотрятся на экране отлично с расстояния от 1,5 метра и дальше. Никакой зернистости на экране вы не заметите. Для того, чтобы объективно оценить качество изображения, я испытал проектор в двух условиях: при включенном освещении и в полной темноте. При свете люстры с расстояния 2 метра изображение тускловатое, но при выключенном свете все супер. Но проектор такая штука, которую смотрят все-таки в полной темноте. Не забываем об этом. Минимальное расстояние до экрана 70 см. Картинка будет шириной примерно 51 см. Проекция 80 дюймов, это 177 на 100 см, получается расстояние 2,2 метра. Эта информация вам для ориентира, какую картинку можно получить вот при таком расстоянии. Проектор поддерживает подключение к беспроводным устройствам по Bluetooth 5.0, как я уже сказал. Качество встроенного динамика оставляет желать лучшего, но можно подключить внешнюю акустику, например, как я, внешний саундбар от Xiaomi, и будет все круто. Этот проектор уступает более дорогим моделям на матрице Full HD и повышенной яркостью, но при цене около 6000 рублей он является интересным вариантом для использования для дачи, в гостях или в путешествиях. И напоследок совет: если хотите, чтобы подобные проекторы прослужили долго, важно помнить, что длительность использования более 3 часов подряд нежелательно. Hi 300 Pro не идеален, но за свою цену он предоставляет достойное качество изображения и может удовлетворить большинство пользователей. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом устройстве и какими, например, проекторами пользуетесь вы. Ссылку на него оставил в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш второй канал «Вечерние откровения», подписывайтесь на мой телеграм-канал. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока, друзья.